Денежное дерево красула. Красула на самом деле не является деревом, это суккулентное растение. Красулы относятся к семейству толстянковых и обычно имеют плотные, мясистые листья. Они часто выращиваются как комнатные растения и известны своей способностью накапливать воду в листьях, что делает их устойчивыми к засухе. Красулы могут иметь разные формы и размеры, от маленьких кустиков до крупных кустарников, но они обычно не растут в деревья. Красулы популярны среди садоводов и цветоводов благодаря своей неприхотливости и декоративным качествам. Перед тем, как перейдем, можно ли выращивать красулу дома, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Можно ли выращивать красулу дома? Да, можно выращивать красулу дома. Красула — это род суккулентных растений, который отлично подходит для культивации внутри помещения. Вот несколько важных шагов для успешного выращивания красулы дома. Выбор горшка. Выберите горшок с хорошей дренажной системой, чтобы избежать переувлажнения корней красулы. Почва. Используйте смесь почвы, предназначенную для суккулентов или красул. Эта почва должна быть хорошо дренированной. Освещение. Красула любит яркое солнечное освещение. Разместите ее на окне с хорошим доступом к солнечному свету. Окно на востоке или юге обычно подходит. Полив. Красула не требует частого полива. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы хорошо высохнет. Переувлажнение может быть вредным для растения. Удобрение. Подкармливайте красулу удобрениями для суккулентов или красул весной и летом, примерно раз в месяц. Пересадка. Пересаживайте красулу при необходимости, когда горшок становится мал для растения. Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно выращивать красулу в домашних условиях. Помните, что разные виды красулы могут иметь небольшие отличия в требованиях к уходу, поэтому старайтесь узнать больше о конкретном виде, который у вас есть, для наилучших результатов. Польза красулы для человека. Красула — растение, которое имеет множество полезных свойств для человека, улучшение качества воздуха. Красула способна очищать воздух от различных вредных веществ, таких как бензол и формальдегид. Она абсорбирует их и выделяет кислород, что способствует улучшению качества воздуха в помещении. Увлажнение воздуха. Когда красула испаряет влагу через свои листья, это помогает увлажнить воздух вокруг нее. Увлажненный воздух полезен для дыхательной системы и кожи человека. Снижение стресса. Исследования показывают, что наличие растений, в том числе и красулы, в помещении может помочь снизить стресс и улучшить настроение. Они создают атмосферу уюта и комфорта, что благотворно влияет на психическое состояние человека. Улучшение концентрации и продуктивности. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что наличие растений в рабочей или учебной среде может улучшить концентрацию и продуктивность людей. Красула, как и другие растения, создает приятный и спокойный интерьер, что способствует более эффективной работе. Установление циркадного ритма. Красула, как и другие растения, выделяет кислород в ночное время, что может помочь установить естественный циркадный ритм организма человека. Это особенно полезно для людей, страдающих бессонницей или нарушениями сна. Улучшение внутреннего интерьера. Красула является красивым и декоративным растением, которое может стать прекрасным элементом интерьера. Ее яркие и сочные листья добавят живой зелени и освежат дизайн комнаты. Важно отметить, что при контакте с красулой или другими растениями может возникнуть аллергическая реакция у некоторых людей. Поэтому перед покупкой и размещением растений в помещении следует учитывать индивидуальные особенности организма. Красула. Использование в народной медицине. Красула — это род растений, включающий множество видов, многие из которых используются в декоративных целях как комнатные растения. Однако в народной медицине красула также была использована для различных целей.
Вот некоторые из способов, которыми красула может быть использована в народной медицине: целебные свойства. Некоторые виды красулы, такие как креслор авата или денежное дерево, имеют мясистые листья, которые могут использоваться для лечения ожогов, ссадин и других поверхностных кожных проблем. Сок или гель, извлеченный из листьев, может помочь ускорить заживление и снимать воспаление. Лечение мозолей. Листья красулы могут быть применены к мозолям, чтобы помочь им заживиться и уменьшить боль. Уход за кожей. Сок красулы может использоваться в качестве натурального увлажняющего средства для кожи. Он помогает смягчить и увлажнить сухую кожу. Использование в компрессах. Многие виды красулы могут быть использованы для создания компрессов, которые применяются к воспаленным областям для облегчения боли и воспаления. Лечение желудочных проблем. В некоторых культурах красула использовалась для лечения желудочных проблем, таких как изжога и расстройство желудка. Листья красулы жевались или приготавливали настой для улучшения пищеварения. Несмотря на некоторые традиционные применения красулы в народной медицине, важно помнить, что эффективность и безопасность таких методов могут варьироваться в зависимости от вида красулы и индивидуальных реакций. Всегда рекомендуется консультироваться с квалифицированным врачом, прежде чем использовать растения в медицинских целях, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или аллергии. Вред от денежного дерева. Красула — это род суккулентных растений, часто выращиваемых как комнатные растения. Они обычно считаются недорогими и легкими в уходе и могут быть прекрасным дополнением к интерьеру. Однако, как и с любыми растениями, существуют некоторые потенциальные вреды и проблемы, связанные с красулой. Ядовитость. Некоторые виды красулы могут быть ядовитыми для домашних животных, таких как кошки и собаки, если их съедать. Поэтому следует предостерегаться, если у вас есть домашние питомцы. Перекормка. Красулы не требуют интенсивного полива и удобрений. Их перекармливание может привести к чрезмерному росту и деформациям. Заражения и болезни. Красулы также могут подвергаться атакам вредителей, таких как мучнистые червецы, паутинный клещ и другие. Это может повредить растения, если инфекция не будет своевременно выявлена и устранена. Аллергии. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на сок красулы, особенно при контакте с кожей. Рост и инвазивность. Некоторые виды красулы могут стать инвазивными в определенных условиях и вытеснить местные растения. Общий совет при выращивании красулы — следить за ее состоянием, предостерегаться от перекормки и не допускать излишней влаги. Как и с любыми растениями, важно знать особенности ухода и потребности конкретного вида красулы, которую вы выращиваете, чтобы избежать проблем. Если чистый сок денежного дерева попадает в организм, происходит следующее. Красулы или семейство Црассулачаe включают различные растения, такие как креслор авата, денежное дерево, и чаврир, и килрнча, которые содержат сок, но не все из них ядовиты. Однако, если человек выпьет сок красулы, это может вызвать различные реакции в зависимости от вида растения и индивидуальной чувствительности человека. Некоторые красулы содержат сок, который может быть раздражающим для кожи или желудка. Употребление этого сока может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка у некоторых людей, приводя к тошноте, рвоте или диарее. Однако, в большинстве случаев небольшое количество случайного попадания сока красулы в рот или на кожу, как правило, не вызывает серьезных проблем для большинства людей. Но следует отметить, что некоторые виды красул содержат токсичные вещества, которые могут вызвать более серьезные реакции у людей и животных. Поэтому важно избегать употребления растений, если их токсичность известна, и обратиться за медицинской помощью в случае возникновения каких-либо серьезных реакций после контакта с соком растений. Цветение красулы. Цветение красулы — это период, когда растение производит цветки. Продолжительность и время цветения зависят от вида и условий выращивания красулы. Обычно красулы начинают цветение летом или осенью. Цветки красулы могут быть разных форм, размеров и цветов. Некоторые виды красулы имеют маленькие красочные цветы, а другие — крупные яркие соцветия.
Цветение может продолжаться несколько недель или даже месяцев, и некоторые растения могут цвести несколько раз в год. Для того, чтобы красула расцвела, она требует определенных условий. Основные факторы, влияющие на цветение, включают регулярное освещение. Красулы нуждаются в ярком, но разбавленном солнечном свете. Полуденное солнце или прямой солнечный свет могут повредить листья и цветы. Правильный полив, слишком частое или недостаточное поливание может повлиять на цветение красулы. Важно поддерживать умеренный режим полива и не допускать переувлажнения или пересыхания грунта. Подходящая температура. Большинство видов красулы предпочитают умеренный или теплый климат. Они не выносят морозов и заморозков, поэтому необходимо поддерживать оптимальную температуру для их цветения. Подходящий грунт. Красулы требуют хорошей дренажной почвы для предотвращения гниения корней. Их можно выращивать в специальной смеси для суккулентов или приготовить дренажный грунт с добавлением песка или перлита. Подкормка. Регулярное подкармливание красулы удобрениями для суккулентов помогает создать оптимальные условия для цветения и образования бутонов. Если вы ухаживаете за красулой правильно, она с радостью наградит вас своими прекрасными цветками. Приметы и суеверия. Как уже говорилось, вокруг толстянки ходит много слухов, на основании которых возникли суеверия и приметы. Представляем лишь часть из них, наиболее популярные. Деревце приносит материальное благополучие и счастье своим хозяевам, но только тогда, когда развивается нормально. Если же суккулент увядает, то это свидетельствует о потере денег и предстоящей нищете. Люди рекомендуют размножить красулу, чтобы предотвратить бедность. Когда опадают листья, жди неприятностей в работе, бизнесе. Если толстянка погибает, будет полный крах в финансовой сфере. Когда ветки паникают, можно ожидать скандалов в доме. Подобные суеверия не имеют научных объяснений.